Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft все еще. И в этом выпуске мы порассуждаем на тему, что будет со страйкболом в ближайшей и среднесрочной перспективе. Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. Сейчас я часто слышу мнение, что все пропало, страйкбола больше не будет. Вы посмотрите на курс доллара, сколько стоят шары, сколько в конце концов стоит цимка. Спасите, помогите. Но я уверен, что все эти трудности имеют временный характер. И сейчас многие из нас воспринимают информацию острее, чем это нужно. И, так сказать, на пике перемен. И надо обязательно помнить, что любой кризис — это не только проблемы, но и еще новые возможности, шанс все переосмыслить и даже создать что-то новое. От чего-то, конечно, придется отказаться, к чему-то новому придется привыкнуть, но в какую сторону будут основные перемены, все-таки зависит от нас и нашего восприятия ситуации. Нам, например, тоже есть что терять. Если, например, YouTube будет придерживаться той же политики, что и запрещенная в России мета, и его тоже заблокируют, то мы потеряем годы, вложенные в развитие этого канала, который вы сейчас смотрите. Но это все фигня, мы готовы начать все сначала, с чистого листа на новой платформе. Чтобы вы понимали, я начинал с нуля 9 или 10 лет назад, не умея и не имея ничего. Сейчас за плечами куча опыта, есть команда, есть вся техническая база и самое главное, есть вы, кто смотрит наши ролики все это время. И сейчас, что у нас получится, я даже не сомневаюсь. Где мы будем продолжать в случае блокировки YouTube, вопрос, конечно, открытый, потому что какого-то видеохостинга или полноценной платформы, которая бы могла заменить YouTube сейчас в России, пока нет, но, возможно, что-то появится. А если что, мы давно ведем каналы в Телеге, на Яндекс.Дзене и ВКонтакте. Если вы хотите оставаться с нами на связи, можете прямо сейчас подписаться на любой вариант, который вам покажется наиболее удобным. Все ссылки я оставил в описании. Возвращаясь к теме, что будет со страйкболом, понятно, что страйкбол будет, к сожалению, дороже, как минимум временно. Многие магазины уже сейчас повысили цены на импортные товары или товары, цена которых зависит от импортных компонентов. То есть почти на все, что так или иначе зависит от импорта. В основном это, конечно, из-за курса доллара и необходимости держать определенный уровень оборотных средств, чтобы бизнес продолжал работать. Но многие игроки, как обычно, заранее закупились перед сезоном. Обычно пик закупок происходит перед Новым годом в черные пятницы, ну или в феврале или марте. Далее народ обычно докупает уже какие-то отдельные недостающие элементы, хотя есть, конечно, отдельные индивидуумы, которые покупают все в последний момент. Какие-то производители и товары вообще могут пропасть с российского рынка из-за санкций. Может быть, пропадет даже все, что было из Тайваня. Но это опять же целое окно возможностей для российских производителей. Сейчас самое время занять место под солнцем. Если есть спрос, то будет и предложение. А что у нас со спросом? С точки зрения игр, все известные организаторы игр, насколько я знаю, не собираются отменять свои проекты. Более того, некоторые из организаторов понизили цену вступительного взноса. По крайней мере, у меня в регионе. Страйкбольные команды обычно заранее планируют, куда поедут играть, и чтобы сэкономить, заранее оплачивают взносы на самые крупные проекты. Наша команда, например, не исключение. Мы уже запланировали минимум 3 игры, на которые мы поедем, и отменять эти поездки мы не собираемся. И в конце концов, страйкбол — это отличный способ отвлечься, выпустить пар и провести время на свежем воздухе с друзьями. Поэтому мое мнение, что как минимум в этом сезоне какого-то большого спада не будет. А что будет дальше, будет зависеть от общих усилий, ну и, разумеется, от общей ситуации в мире. Да, разумеется, будут сложности. Многим придется решать финансовые вопросы. Кому-то, возможно, придется поменять работу или вообще кардинально поменять жизнь. Да, если курс доллара по отношению к рублю снова начнет расти, то привода и расходники, разумеется, будут стоить дороже. И для новичков порог входа в хобби будет выше. Ну и в конце концов, никто не отменял варианта, что со временем все может поменяться в лучшую сторону. Ну, например, если вдруг доллар начнет резко падать из-за того, что нефть и газ торгуются за рубли, или начнут продавать ту же цинку напрямую за юани без привязки к доллару, то вообще может повториться ситуация с дешевыми приводами в начале десятых годов. Ну, или может быть кто-нибудь из России начнет делать бюджетные привода, которые производятся полностью в России и не зависят от импорта, как это сейчас примерно происходит с пиротехникой. Кстати, я тут подумал, что у дорогих шариков тоже могут быть плюсы, потому что пидулово с бункерами и бубнами будет предметом роскоши, и игроки начнут отдавать предпочтение более точным сборкам и более обдуманной и тактической манере игры. Но это не точно.
Ладно, чем конкретно мы и сейчас можем помочь страйкбольной индустрии в России? Ну, раз мы информационный ресурс, то, наверное, информацией. Например, мы уже сделали единый реестр российских производителей товаров для страйкбола. Ну, чтобы вам помочь найти аналоги зарубежных товаров, а российским производителям помочь найти новых клиентов, в том числе в лице магазинов. А для тех, кто планирует запускать производство, эта таблица может дать пищу для размышления, какие ниши относительно свободны и чего не хватает на рынке. На текущем этапе в эту таблицу мы внесли всех российских производителей, известных нам, которые делают что-либо для страйкбола. То есть первоначальную информацию мы заполнили сами из того, что сами знаем и помним. Но страница не статичная, и информация на ней может обновляться и добавляться с помощью специальной формы. Ссылка на все это есть в описании. Если вам есть что добавить или дополнить, то просто переходите по ссылке, заполняйте форму. Таблица обновляется примерно 2 раза в день. И да, для удобства использования там есть поиск, то есть вводите, что вы хотите найти, и если там это есть, вы это найдете. Возможно, в будущем мы как-то улучшим представление информации и поиска, но пока как-то вот так. Вообще у меня сейчас достаточно много разных идей, и самое время заняться реализацией всяких полезных штук, до которых у меня раньше не доходили руки, чем я и сейчас и занимаюсь. Напоследок предлагаю в комментариях пообщаться, что вы думаете о ситуации в целом, как вы видите развитие нашего хобби и что нужно сделать, чтобы наше хобби не только сохранилось, но и развилось. Все это можно делать в комментариях к этому видео или, может быть, уже даже сразу в телеграм-канале. А у меня на этом все. С вами был Евгеньевич. Надеюсь, до скорого.